1970 год. В стране идет война и разруха, экономика умирает. Люди лишаются рабочих мест на заводах, так как зарплат не хватает. Нет, И в мои это рабы, число людей куда вы попали два уходите? друга. Кирилл и Глеб родились в небольшом поселке Чуманчук в 1958 году. Люди там выживали как могли, рабочих мест было мало. Парнишки были довольно-таки веселые и были единственными Кстати, людьми в том месте, кто не потерял надежду. пошел нахуй, черт ебаный. А самое главное, темки для роскошной жизни. Когда парнишки подросли, их глаза открылись. Они увидели эти серые дома, окружающие их. Сказать, что они были в ужасе, ничего не сказать. Как только они закончили школу на отлично, они захотели поступить в какое-то высшее учреждение. Но в Тунгенистане было не все так идите просто. нахуй, Если вы, блядь, хочешь тупые, пробиться как выше, пробка. ты Нам такие должен ебланы быть не нужны. очень богат. Двум друзьям ничего не оставалось делать, кроме как пойти на завод. Они проработали там более 10 лет. После этого произошло ужасное событие. Вчера выдали зарплату. Правительство большими Тунгенистана членами. было в отчаянии. Мой король, у Они нас решили проблемы пойти с войной деньгами, на что небольшую делать? богатую страну Микикипи. Они думали, что война будет Нападём легкой. на Микикипи. Тунгистанцы пересекли границу. Но все было куда хуже. Разведка была подкуплена, и их заманили в ловушку. И они потеряли около 16 тысяч Мой человек. король, нам А ведь это пизда. была почти четверть населения Сука. Тунгистана. Мы Тунгистан тут решил мир объявить вам мир, хотим. по условиям которых Мир. должен был 9 миллиардов зубков. Это была огромная сумма. К примеру, Ебать, один сука. житель страны получал всего лишь 1 Твоя тысячу зубков в зарплата. месяц. Все заводы стали закрываться, работодатели начали покидать страну. И вот, наши герои оказались в безвыходной ситуации и попали в список нищих людей. Кирилл, видя всю неразбериху и полнейший хаос, вычислив подробно, чего страна лишилась, он понял, что в стране нет алкоголя. И до него дошло, что если вернуть в Ебать, это страну же алкоголь, гениально. тогда население станет намного счастливее. Поэтому Кирилл думал об этом всем. Он вспомнил, что в гараже его деда стоит очень старый, но надежный самогонный аппарат. Но все же ему не такой бомж, хватало что у меня много нихуя нет. ингредиентов для самогона. Поэтому ему больше ничего не оставалось, кроме как пойти к Глебу за помощью. Ведь Глеб был опытным алкоголиком. Кирилл приходит на проспект бомжа Василия и подходит к дому Глеба, если это можно так назвать, ведь на его доме даже не было крыши. Глеб проснулся от стуков и подходит к Это двери. я. Дело есть. Какое дело в 2 часа ночи? Ты совсем ёбнулся? Ай, блять! Никогда не Кирилл открываю. жестко открыл двери, ведь на ней даже Дядя, нет ты замка. совсем ёбнулся? Ты мне дверь сломал. Ты чё, пол моешь ночью? Короче, слушай меня внимательно. Я знаю, как нам разбогатеть и стать счастливыми. Кирилл Берем начинает рассказывать свой прекрасный план Глебу. есть. А тот кот Заливаем все еще не водой, может ждем прийти в немного себя времени, после и мы бурной ночи миллионеры. с подушкой. А ловко ты это придумал. Я даже вначале Кирилл не понял. приводит Глеба в в смысле в гараж, и показывает ему свой самогонный аппарат. Ты где эту хуйню откопал? Да и как будто 100 тысяч лет. Что он вообще сможет наварить? Глеб стал с фейспалмом и начал смотреть на Кирилла, как на долбоеба. Ты что, идиот старый? Это же немецкий самогонный трактор. Он такого наварить может, ты охуеешь от жизни. Ну что ж, давай проверим эту хуйню. Все ингредиенты всегда со мной. Приступим. Осторожно, не пролей. Эй, почему так медленно льется? Ну ты что, собрался этой машиной взорвать весь район? Нет, конечно, я не хочу опять сидеть 5 лет в тюряге за такое. Но и так медленно мы не разбогатеем. Ты абсолютно прав, но лучше медленное качество, чем быстро ничего. Ладно, продолжаем. Что мы будем делать после этого? Бери пачки с этой бурдой и переливай все это дело в бочки. Потом оставляем на блять, чтобы эти местные алкаши не увидели ничего. Потом оставляем на дистиллирование и закрываем бочки покрепче, чтобы, блять, местные про-алкаши не смогли оценить товар. И как долго это будет дистиллироваться? Несколько часов, наверное. За это время мы сможем немножко отдохнуть. Отлично, наконец-то отдых. А то я не люблю работать. Немного поработал и уже все, умираю.
Только помни, что это все должно оставаться между нами. Если кто-то узнает, весь наш бизнес провалится. Конечно, никому ни слова, не хочу, чтобы какие-то долбоебы забрали наши бабки. Согласен, мы можем заработать много денег, если сделаем все правильно. А что если нас поймают? Не будем думать о плохом, мы будем осторожны и следить за каждым шагом. Но если что-то случится, то виноват будешь ты. Хорошо, но как мы будем продавать самогон? Ну, мы найдем способы, возможно, через интернет или связи, но, скорее всего, на базаре, проходящем мимо алкашам и бомжам. Ты думаешь, у нас получится? Уверен, мы же не зря занялись этим. У нас есть цель, и мы будем двигаться к ней. Все-таки немного страшно, но я с тобой, старый хрыщ. И я с тобой, конченое ебло. Вместе мы это сделаем. Погнали готовить дальше. Давай сделаем этот самогон в этом городе и станем самыми богатыми. Да, Глеб, ты прав. Нам никто не помешает стать богатыми. Они засмеялись, как два еблана, и продолжили свою работу. Когда они доделали работу, и самогон был готов, Кирилл сошел с ума. Он понял, что если будут продавать, то прибыль разделится пополам, и из-за этого он потеряет огромную сумму денег. Он понял, что нужно действовать и убрать своего напарника, ведь он больше ему не нужен. Все было сделано. Кирилл дождался, пока Глеб уснет, и ночью Нюхай черенку бебру! лопаты вырубил его, засунув в мешок и положил в багажник. После этого повез этого жмурика в лес. Там он открыл багажник и, мягко говоря, охуел. Глеб сбежал, Кирилл в панике сел в машину и начал гнать на 70 км в час. Он приехал домой и опять охуел от жизни. Глеб стоял и держал зажигалку над открытой бочкой меня самогона. так легко убить, дурацкий русский. Стой, Глеб, подумай, мы же с тобой друзья, лучшие друзья. Тем более, если ты это сделаешь, то мы никогда не станем богатыми и счастливыми. Вспомни, ты же хотел быть счастливым. Глеб, подумав, понял, что это глупо. Он вспомнил свое детство, как был мелким, ни о чем не думал и просто радовался жизни. По его щеке пошла слеза, а потом еще одна, и еще. В итоге он начал рыдать, и сам того не заметил, как случайно уронил зажигалку в самогон. Нет, что ты наделал? Это было наше будущее, мои деньги! Друзья начали рыдать, как ёбаные сучки. После этого Глеб сказал: А чем мы паримся? Пошли ёбнем Тоху и Вову, продадим их на орган, получим с них огромные бабки и уедем жить в Лондон и будем счастливыми. А «Два давай. крыша». Пошли обезвреживать своих друзей. Первой жертвой был Вова. Все было предельно просто. Глеб зашел, дернул на Вову, тот задохнулся и упал без сознания. После этого друзья отнесли его на базар и продали местным цыганам и получили кучу бабла. Следующей жертвой был Тоха. В этот раз действовал Кирилл. Он зашел незаметно к Тохе домой, включил его комп, слил все бабки в Санки, а также отдал его Steam аккаунт левому челу. После этого Кирилл спрятался за шкафом и начал ждать Тоху. Он зашел после жесткой ебли в комнату поиграть в компьютер, включает его и видит, что нихуя нет. От такого шока он упал в обморок. Парни взяли его и отнесли его к предкам евреям. Такой пися, дадим телек $10. В общем, друзья стали богатыми. Уехали жить в Лондон и стали наконец-то счастливыми.